Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня я вам предлагаю сделать уникальное рисовое мыло, которое очень эффективно омолаживает дряблую, увядающую кожу. Это мыло очень хороший очищающий эффект дает на возрастную кожу лица. После его применения ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. Использовать это мыло можно на коже любого типа. Этот способ омоложения и ухода за зрелой возрастной кожей дает очень хороший освежающий, осветляющий эффект. После применения этого средства ваша кожа будет более упругой, плотной, эластичной. Уйдут легкие пигментные пятна и цвет лица заметно улучшится. Использовать это средство можно ежедневно. Также, если у вас очень сухой тип кожи, то для достижения наилучшего эффекта используйте это средство 2 раза в неделю. Утром после пробуждения и вечером перед сном. Наносить это средство нужно на влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Нанесите легкими движениями по кожным массажным линиям и оставьте на 2-3 минуты. Затем влажными теплыми руками начинайте вспенивать и распределяйте это мыло, слегка вспенивая по кожным массажным линиям. Затем смойте этот состав теплой водой. Уникальное, очень простое омолаживающее средство сегодня представляется вашему вниманию. Уверена, что оно станет вашим любимым. И давайте приступим. Для сегодняшнего рецепта нам понадобятся очень простые ингредиенты. Сегодня мы с вами готовим рисовое мыло, которое очень эффективно отшелушивает верхний ороговевший слой клеток, очищает кожу, осветляет, омолаживает и подтягивает дряблую увядающую кожу. Для этого рецепта нам понадобится обычное мыло. Мыло можно использовать как детское с различными фруктовыми и витаминными добавками, так и хорошо подходит для этого рецепта оливковое либо глицериновое мыло. Нужно натереть небольшое количество мыла на очень мелкой терке. Нам понадобится 1 столовая ложка тертого мыла. Нужно взять примерно 2 столовые ложки крутого кипятка. Затем нужно хорошо взбить и подержать этот состав на медленном огне, так, чтобы мыло слегка подошло и приняло однородную консистенцию при постоянном помешивании. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и очень тщательно смешивайте все ингредиенты. Обязательно соблюдайте порядок приготовления домашних масок. От этого зависит качество маски и тот эффект, который эта маска будет оказывать на вашу кожу. После того, как мыло хорошо растворилось и подогрелось, нужно подержать его еще 5 минут до полного остывания. И следующий компонент для приготовления этой маски нам понадобится рисовая мука. Если у вас нет готовой рисовой муки, то используйте обычный белый рис. Возьмите 2 столовые ложки белого риса, перемолите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Нам понадобится 1 столовая ложка рисовой муки. Рисовая мука хорошо уплотняет кожу, хорошо ухаживает за возрастным лицом. В момент подсыхания рисовая мука дает и легкий подтягивающий эффект. Использование обычного молотого белого риса в домашнем уходе рекомендуется. Затем все тщательно перемешайте. От того, насколько тщательно вы смешиваете эти ингредиенты, будет зависеть качество самой маски. Тщательно взбейте все компоненты. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин А.
Витамин А также очень благотворно влияет на омоложение дряблой увядающей кожи. В зимнее время использование в домашних масках и кремах витамина А рекомендуется. Витамин А продается в аптеке, можно использовать как ретинолоацетат, так и ретинолопальмиат. Оба эти варианта идеально подходят. Нужно добавить 5 капель витамина А. Затем нужно тщательно все перемешать. Следующий ингредиент для этого уникальнейшего средства нам понадобится глицерин. Глицерин – это наилучший компонент, который удерживает влагу в эпидермисе кожи. Глицерин нельзя использовать в чистом виде, но если вы добавите несколько капель в домашний крем, либо в домашние маски, или в это очищающее рисовое мыло, то эффект будет просто великолепным. Нужно добавить также 5 капель глицерина. Затем нужно все тщательно перемешать. Для удобства использования этого средства нужно переложить его в баночку, которая будет удобна в использовании ежедневно. Переложите в баночку пластиковую либо стеклянную с герметично закрывающейся крышкой. Держать это средство нужно при комнатной температуре на туалетном столике. Использовать нужно 2 раза в день. Утром после пробуждения и после того, как умыли кожу лица обычным мылом, нанесите в качестве маски, держите примерно 5 минут, затем начинайте смывать легкими круговыми движениями. В момент смывания массируйте кожу и вспенивайте состав этого рисового мыла. Затем смойте теплой водой, ополосните прохладной водой. Если вы используете это средство в утреннее время, то после его использования можно наносить декоративную косметику. Если вы используете это средство в вечернее время, то просто нанесите питательный или увлажняющий крем, и утром ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Увидимся завтра. Всем всего хорошего. Пока-пока.